Привет! Меня зовут Маша, и вы на канале Sound Like a Russian. Если вы все еще думаете, что русский язык самый трудный язык для изучения, или, может быть, вы думаете, что русский язык звучит жестко, как будто бы русские люди ругаются постоянно, а может быть, вы думаете, что русские говорят очень быстро. В общем, если вы так думаете, то это видео точно для вас. Потому что в этом видео я хотела бы обсудить с вами основные стереотипы о русском языке. Первый и, наверное, самый частый стереотип, который можно услышать о русском языке от тех людей, которые начинают его изучать, это русский язык самый трудный язык в мире. На самом деле, если вы загуглите списки самых трудных языков мира, вы обнаружите, что русский язык не входит даже в десятку самых трудных языков. Хотя, безусловно, это один из трудных языков для изучения. Тут я спорить не буду. Но он не самый трудный. Второй стереотип. Часто люди, которые даже не начинали изучать русский, говорят, что когда слышат русскую речь, им все время кажется, что русские ругаются. То есть русский язык звучит как-то жестко, агрессивно, твердо. Этот стереотип мы с вами уже обсуждали. Не так давно я снимала видео о том, как звучит русский язык. И мы говорили о том, что в русском языке, в отличие от многих славянских языков, много мягких согласных. Поэтому как раз-таки русский язык, в отличие от многих славянских языков, звучит не твердо. Третий стереотип. В русском языке много длинных слов. А точнее, многие говорят, что в принципе в русском языке все слова длинные. На самом деле, средняя длина русского слова составляет 7 букв. А если мы еще учитываем матерную лексику, то вообще 4-5 символов. 5, 6, 7 букв в слове, мне кажется, это не так много. Но справедливости ради, конечно, надо заметить, что все относительно. Если мы сравниваем русский язык с немецким, то тут они посоревнуются. Но если мы сравним русский и английский, конечно, в русском больше длинных слов. Следующий очень интересный стереотип. Многие говорят, что русские люди быстро разговаривают на русском. Конечно, вы можете встретить носителя языка, который говорит очень быстро. И иногда, наверное, каждый носитель был в таком потоке, когда он говорил быстрее, чем думал, и в этом случае темп речи увеличивается. Но в среднем русские люди говорят не быстрее, чем носители других языков. Конечно, тот факт, что в русском языке немного гласных звуков, и гласные звуки короткие в основном, длинный звук только ударный, и согласных много, да еще и редукция происходит, то есть гласные вообще произносятся короче в слабых позициях. Все это может создавать эффект торопливости. Но если померить количество слов в минуту, то окажется, что русские люди говорят даже медленнее, чем англоговорящие. В связи с этим пунктом у меня, кстати, для вас есть совет. С самого начала изучения языка привыкайте к естественному темпу речи и к естественной мелодике речи. Я иногда вижу такие комментарии у меня и у моих коллег, мол, говорите помедленнее, мы еще не все понимаем, говорите помедленнее. И я прекрасно понимаю, почему вам хочется замедлить нас, носителей языка. Сначала ничего не понятно. Я прекрасно вас понимаю. Но дело в том, что если вы привыкнете только к такой артикулированной речи, то вы не можете сказать, что вы учите этот язык.
настоящий язык. Потому что естественная речь носителей сильно отличается от утрированной, артикулированной, замедленной, искусственно замедленной речи. Конечно, на первых этапах изучения, когда вы выстраиваете базу грамматики и лексики, необходима подмога, необходимо прослушивать эти учебные аудиозаписи, в которых медленно проговариваются слова, слоги даже, тексты, диалоги. Необходимо замедлять видео на YouTube, чтобы все четко понять и переварить. Но давайте так, пусть вот этот процесс медленного, плавного усвоения языка идет параллельно с процессом привыкания к естественному языку, с редукцией, с быстрым, медленным, сбитым каким-то неровным темпом и так далее. А теперь переходим к 5-му стереотипу. Тоже очень люблю этот стереотип. Говорят, что в русском языке свободный порядок слов. Вот хочешь как говорить ты, говоришь ты и как. В общем, как вы можете догадаться, в русском языке порядок слов свободный? Да не совсем. Во-первых, порядок слов в русском языке, так же, как и во многих языках, подчиняется определенным правилам. И иногда эти правила жесткие. Ну, например, я не была только в одном музее в этом городе. Еще раз, я не была только в одном музее в этом городе. Если я скажу «не я была только в одном музее в этом городе», получится уже другое значение. А если я скажу «я была не только в одном музее в этом городе», а если я скажу «только я не была в одном музее в этом городе», все это разные, вообще разные значения. Не оттенки, а просто разные значения. Но это один случай. А есть еще один случай касаемо порядка слов, и он, мне кажется, более интересный. Дело в том, что порядок слов очень дружит с интонацией в русском языке. И вот они вместе, порядок и интонация, как такая сладкая парочка, помогают вам выражать оттенки смыслов. Например, скажем, вот такое предложение. Я люблю яблоки. Это может быть ответом на вопрос, какие фрукты ты любишь? Я люблю яблоки. А что если я скажу «яблоки я люблю»? Это предложение вы скажете уже немного в другой ситуации, не так ли? Представим, что вас спросили, какие фрукты ты любишь, и вы говорите «я люблю яблоки». А тот человек не услышал чего-чего, какие манго ты любишь, и вы ему отвечаете, уточняя «яблоки я люблю, а не манго». Такой порядок слов, когда сначала идет объект, а потом субъект и глагол, в сочетании с интонацией, с интонационной конструкцией, с понижением тона «яблоки я люблю». А если я скажу «яблоки я люблю», это уже другая интонация. И в сочетании с этой интонацией это маленькое предложение обретает уже немножко другой оттенок и будет использоваться уже в другой ситуации. Ну ладно, давайте пойдем к следующему, не менее интересному стереотипу. Знаете, говорят, что в русском языке очень много кластеров согласных. То есть очень часто в русских словах согласные звуки п, т, к, ж, с идут вместе, прямо 2-3 вместе. Из-за этого русский язык трудно произносить. И очень часто любят приводить в пример слово «достопримечательность», как такое нагромождение согласных. И его, кстати, приводят в пример, когда говорят, что в русском языке все слова вот такие длинные. Тут я должна сказать, что этот стереотип имеет основания некоторые под собой. Действительно, согласные в русском языке
часто идут вместе. 2 согласных звука или 3 согласных звука. Но мы же здесь с вами собрались, чтобы развенчивать стереотипы и мифы о русском языке. Поэтому вопрос-загадка. Смотрите, есть такое слово «паять». Как вы думаете, какая форма у этого глагола в первом лице единственного числа? Я что делаю? Паяю. 3 гласных, 3 гласных буквы подряд. Как вам такое? А как вам слово «сияю»? В общем, могу привести несколько таких примеров, где мы с вами увидим кластеры не согласных, а гласных. Предпоследний стереотип на сегодня. Говорят, что русский язык одинаковый на всей территории России. Знаете, это распространенное мнение. Его в этом смысле сравнивают с английским, потому что в Британии очень много диалектов, в Америке американский английский разный в разных регионах. А вот русский язык, мол, один и тот же, есть определенная норма. Норма-то есть, действительно, есть норма русского языка, литературная норма. И даже когда я занимаюсь фонетикой со студентами, обычно мы придерживаемся вот этой нормы произношения. Но есть отклонения от этой нормы. Например, на юге России вы можете услышать, что люди произносят звук «г» вместо «г». Погнали! А на севере России все еще можно найти места, где люди окают и говорят «хорошо» вместо «хорошо», «молоко» вместо «молоко». И, наконец, последний стереотип на сегодня, более такой риторический и общий. Говорят, что в русском языке очень много правил. А вот те люди, которые сейчас на продолжающем, на среднем, на продолжающем, на высоком уровне русского языка, они подтвердят сейчас мои слова. Правил в русском языке действительно много, но еще больше исключений из этих правил. Русский язык не так структурирован, как это кажется в самом начале. Когда вы изучаете его на первых этапах, конечно, преподаватели, авторы пособий пытаются упростить это изучение, структурировать, систематизировать всю грамматику, лексику, все правила. Но потом, когда вы начинаете углубляться сами, нырять в язык, вы понимаете, что язык имеет более сложную структуру, чем просто неподвижные правила. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам было интересно. Если вы вспомнили еще какой-нибудь стереотип о русском языке, обязательно напишите. Напомните мне об этом в комментариях. Желаю вам прекрасного дня, когда бы вы это видео не смотрели. Всего вам доброго, увидимся совсем скоро. Пока-пока.